Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и я думаю, что среди вас есть такие практики, которые любят приобретать исключительно оригиналы, как и я, от знаменитых издательств, как Hay House, US Game Systems, Los Scarabeo, Llewellyn, Rockwell Publishing и других. Знаете, для меня колоды, которые были переведены на русский, польский или другие языки, не представляли никакой ценности. Мне казалось, что они хуже оригинала, в первую очередь с точки зрения качества. Я принципиально покупала оригинальные версии, и сегодня мы с вами поговорим, а стоит ли покупать переведенные колоды или лучше посвятить время на перевод МБК. Мы также рассмотрим колоды с точки зрения качества. Конечно, оригиналы не всех колод у меня есть, поэтому мне пришлось читать отзывы и смотреть обзоры, чтобы понять, есть ли между ними разница. Также, дорогие зрители, буду благодарна за поддержку канала и моего творчества подпиской или донатом. Все реквизиты указаны в описании. Ну что ж, усаживайтесь удобнее, видео не будет кратким. Сразу скажу, что большинство таких колод переводов у меня на польском языке, 2 на французском и 1 на русском. Остальные оригинальные колоды на английском языке. Но давайте начнем с малого. Итак, первая колода от издательства Exmo. Это оракул шамана Мистика. Признаюсь, я специально не приобретала англоязычную версию, потому что читала много отзывов и смотрела обзоры об этой колоде, и что она достаточно глубокая, специфическая, и я боялась, что все-таки мой уровень английского не поможет проработать эту колоду достаточно хорошо, и, соответственно, оракул останется пылиться на полке. С того, что я слышала, качество картона оригинала и русскоязычной версии практически не отличаются, и эту версию можно смело сравнить с оригиналом. У кого была возможность сравнить оригинальную и русифицированную версию этого оракула, пожалуйста, напишите в комментариях, отличаются ли они или нет. Или же я других зрителей просто ввожу в заблуждение. Ну, едем дальше. Следующие 2 колоды — это Lumina Таро и Starchild Таро от французского издательства Arcana Sacra. Кто смотрел мой обзор на Lumina Таро, может быть, помнит, как я восхищалась качеством картона. Перед приобретением я, наверное, пересмотрела все обзоры на YouTube и прочла все отзывы об этой колоде. Именно от французского издательства, и практики, у которых был оригинал Люмины, в один голос говорили, что качество оригинальной версии отвратительное, карты тонкие и очень быстро изнашивается. Также мне в французской версии нравится оформление, большая подарочная упаковка на магнитной застежке, книга, плотная обложка, мелованная бумага, книга в цвете. Также у нас есть тесемочка для более удобного извлечения карт. И самое главное, что может понравиться большинству практиков, это отдельная коробка для карт. Единственный минус лично для меня — это французский язык. Честно говоря, я немного теряюсь во время раскладов, но и здесь нас также порадовало издательство. Ведь 1 марта 2023 года должна выйти англоязычная версия вот этой колоды. И сразу скажу, что на Амазоне Lumina Таро в французской версии уже недоступна. И, кстати, МБК на русском языке к Lumina Таро можете найти в свободном доступе в интернете. Вот со Starchild Таро не все так радужно. МБК нет в интернете, даже на английском языке. Англоязычной версии, можете посмотреть, англоязычной версии пока также не предвидится. Качество колоды, во французской версии мне очень нравится. Карты плотные. И
Честно скажу, мне трудно сравнить с оригиналом. Мне кажется, что французская версия ничем не хуже колоды, которая будет приобретена непосредственно в автора колоды Даниэль Ноэль. Кстати, еще маленькое отступление. Если вы владеете французским, скажу честно, я вам завидую, ведь это издательство Аркана Сакра не только держит марку качеством и оформлением своих колод, но и выпускает прекрасные колоды, которые находятся лично в моих хотелках, и большинство из них от независимых издательств. Кстати, в 2023 году издательство также выпустит англоязычную версию одной из своих оракульных и красивейших колод, которая основывается на египетских божествах. Поэтому, кого интересует тема египетской мифологии, берите эту информацию в вооружение. Ну и последняя группа колод – это польскоязычные. Я хотела бы сделать маленькое отступление на тему этих колод. Почему я вам вообще говорю о польскоязычных? В первую очередь для того, что есть практики, у которых невысокий уровень английского или нет времени, инструментов, знаний, чтобы сделать перевод англоязычного МБК. И здесь мы не говорим о лени, нет. Например, не все в школе учили английский язык. Кто-то, например, немецкий, кто-то французский. Ну, понимаете, о чем я. Кто-то не знает, в каком переводчике можно сделать перевод фотографии или как картинку конвертировать в PDF, чтобы закинуть документ в переводчик. У кого-то нет сканера, чтобы иметь электронную версию мануала. Повторюсь, причин может быть много, и то, что человек не может перевести колоду, это не всегда свидетельствует о лени или желанию халявы. Так вот, колоды на польском языке могут даже очень помочь, ведь, несмотря на то, что польский язык очень специфический и нелогический, поверьте мне, как человеку, который более 10 лет живет в Польше, и чтобы выйти на уровень носителя, 3 года усиленно учил польский в университетах, в польских университетах, и все это время пребывал и пребывает исключительно в польскоязычной среде. Так вот, читая МБК, вы, конечно, не все будете слова понимать, но сможете уловить основную суть аркана. Вот вам пример. Моя мама, которая не только с польским на «вы», но и с какими-либо мантическими системами, вдруг захотела себе на день рождения оракул, но чтобы он был интуитивно понятен и практичен. Так вот, я ей приобрела в подарок вот эту колоду, и она не только радует ее глаз, но даже моя мама может с ней работать. МБК на польском не представляет для нее, почти никаких проблем. Она не пишет мне с просьбой перевести каждое слово, она понимает основную суть карты. Иногда может, конечно, написать, чтобы проверить, правильно ли поняла то, о чем говорится в мануале. Также не стоит забывать, что качество переведенной колоды может переплюнуть оригинал, о чем вы сами еще убедитесь. У меня колоды от нескольких польских издательств. Итак, давайте начнем с Studio Astropsychologii. Это первое польское издательство, с которым я познакомилась. Они больше концентрируются на издании книг о магии, таро, различных практиках, но время от времени, примерно раз или 2 раза в год, делают перевод каких-либо колод. Они перевели на польский практически все колоды Дорин Вирче. Я приобрела себе таро кристальных видений ангелов, которые в оригинале были без золотого среза. Вот можете увидеть качество печати. Дальше. Карты ангельских посланий, как оригинал, так и перевод с золотым срезом. И карты ангельских ответов, оригинал которых сначала был с золотым
срезом, а потом начали выпускать без золотого напыления. Но польская версия с, как видите, с напылением. Подводя итоги по Дорин Вирче, первое, что могу сказать, что отличает их от оригинала. В основном золотые срезы, длина карт где-то на 5-6 миллиметров длиннее. Картоны здесь плотные в переводе, но после использования уже видно зацепки и белые края, а позолота с радостью перекочует на ваши руки и рабочее пространство, поскольку колоды очень красивые и яркие, но очень, скажем так, нежные, я их не часто использую. Также это издание перевело оракул ангелов и предков Кайли Грея. Издательство не вносило никаких новшеств. Срезы без позолоты, и качество картона даже хуже, намного хуже, и цветопередача более бледная, чем в оригинале. Поэтому приобретение польскоязычной версии в данном случае это деньги на ветер. Тем более в интернете можете найти перевод этой колоды, то есть польскоязычная версия этой колоды не такая уж износостойкая. Дальше. Также студия астропсихологии перевели Таро Золотого Колеса. Там в польскоязычной версии срезы позолоченные, но качество картона одинаковое. У меня только англоязычная версия, но я смотрела обзор Милы Лосенко на YouTube. Она говорила, что плотность по ощущениям и в англоязычной, и в польскоязычной одинаковые. Помню, я также покупала эту колоду, но в польской версии на подарок. Так вот, размер коробки практически такой же, но мне запомнилось, что в оригинале вот фон здесь более такой голубой, да, а вот в польскоязычной версии он более бирюзовый и более насыщенный. И длина карт на 3 миллиметра больше, чем в оригинале, а цветопередача польской версии более яркая, а покрытие глянцевое. И возвращаясь к колодам Дорин Вирче, вот смотрите, я думаю, вам видно, камера передает прекрасно, как выглядят торцы после, примерно нескольких раз работы с колодой. И также хотелось бы сказать, что я колоды, знаете, не тасую способом рифл-шаффл или, знаете, вот я очень деликатно и очень нежно к каждой колоде, поэтому, здесь все-таки очень плохое качество картона. Итак, последняя колода от этого издательства, это Таро Божественного Наследия. Это одна из первых колод, которую я купила от данного издательства. И, честно скажу, не сдружились мы с ней. Когда я ее впервые увидела, я была просто влюблена в нее. Но когда она пришла ко мне, и я начала с ней работать, я поняла, что не могу с ней работать. Точнее, я хотела с ней работать. Это она не хотела со мной работать. Знаете, вот не хотела и все. И, кстати, это, читая отзывы об этой колоде, не знаю, как в англоязычной версии, но с польскоязычной не одна я имела такую проблему. И, знаете, где-то я ее отправила на отдых. Где-то после 1,5 лет лежания в столе я решила ее вытянуть и дать еще один шанс. Работала с ней прекрасно. Но вот проблема в том, что на этот раз у меня пропало желание с ней работать. Ведь в моей коллекции были и есть очень красивые и рабочие лошадки. С более мягким характером, если речь идет о сотрудничестве. Оригинал поставляется этой колоды в коробке с магнитной застежкой. От этого издательства в коробке какой-то хлюпенькой картонной, коробке, по которой летают карты.
Дальше. В комплекте также предлагается самый дешевый мешочек с органзы и сами карты. Да, мануал здесь вполне себе неплохой. И сами карты. Так вот. Здесь просто отвратительное качество. Я ее брала в руки от силы раз 5. Я надеюсь, вам видно. Края покоцаны, напыление здесь осыпается на рабочее место. После работы с этой колодой я похожа на новогоднюю блестящую елку. Края в оригинале без позолоты, с того, что мне известно, также оригинал на 5 мм длиннее польской версии. И подводя итоги, могу сказать, что к этому издательству я подхожу, знаете, с опаской. Книги у них прекрасные, а вот карты, не износостойкие. От слова совсем. Я думаю, лучше приобрести оригинал, скачать с алиэкспрессовских сайтов инструкцию, перевести и работать с колодой, быть уверенной, что ничего не посыпется и прослужит долгое время. И самое любимое издательство — это Synergia Polska. Это филиал чешского издательства Synergia Publishing, которое занимается переводом карт и оракулов. Я постараюсь представлять колоды в хронологической последовательности их издания. Кстати, это издательство неимоверно любит глянцевое покрытие и делать цветные срезы. Таро Хризалиды – это одна из первых приобретенных колод этого издательства. Прекрасное здесь качество, цветопередача. Посмотрите. Карты плотные. Но позолота немножко осыпается. В сравнении с оригиналами и отзывами, которые я читала на Амазоне, польская версия имеет глянцевое покрытие. Соответственно, цветопередача здесь более яркая и насыщенная. Дальше от этого издательства у меня колода «Мистический Кипер». Она была недорогой. Колоду приобрела для знакомства с данным оракулом. К ней прилагается очень приличный в цвете мануал. Но, к сожалению, колода поставлялась без коробки. Хотя эта колода уже вышла давно, но это одно из последних моих приобретений, Таро древнего леса. Насколько мне известно, оригинал здесь карт без покрытия. Перевод покрыт глянцем. Карты плотные, толстые. И, соответственно, здесь цветопередача лучшая, более яркая, держать их в руках само удовольствие. Книга имеет глянцевую обложку, и внутри все в зеленом цвете. Дальше. Оракул силы богини. Здесь карты у нас матовые, но мат, знаете, здесь не такой глухой, как в большинстве карт, а он, знаете, более шелковый. Здесь у нас также есть золотой матовый срез. Напыление еле-еле осыпалось в первые дни работы, а потом перестало. Если же мы говорим о размере, оригинал этой колоды на несколько миллиметров больше. С колодой работать одно удовольствие. Я, честно говоря, бы не выпускала ее из рук. С этой колодой мы работаем как в прямом, так и в перевернутом значении. Оракул «Зачарованная карта». Здесь у нас также золотое напыление, но уже глянцевые карты. Плотные, отлично тасуются. Также здесь очень толстый, очень подробный мануал.
Универсальный — это универсальный оракул, легкий и интуитивно понятие. Польская версия имеет более интенсивный глянец в сравнении с оригиналом, соответственно, здесь цвета намного ярче, интенсивнее. Как я уже сказала, имеет золотые срезы, но напыление, знаете, если и осыпается, то еле-еле, но, скажем так, не так, как в колодах Дорин Вирче. Размер ничем не отличается от оригинала, качество и плотность картона одинаковые. Итак, дальше оракул лунологии. Здесь уже можем сравнить с оригиналом. Итак, оригинал, как вы видите, карты матовые, плотные. И, честно скажу, мне тяжело очень с ними работать, потому что вот здесь мат, знаете, как я его люблю называть, глухой. Мне очень тяжело вынимать карты с колоды. А вот перевод у нас здесь есть серебристый срез, карты глянцевые. Толщина здесь также внушает доверие. Карты достаточно плотные. И, соответственно, здесь цвета также будут яркими. Если вы можете даже сами сейчас сравнить, что здесь цвета более насыщенные. Но, вот, например, уходит более такой голубой оттенок, вот здесь более такой, знаете, зелено-бирюзовый. И, честно скажу, мне вот с этой колодой намного удобнее работать, да, потому что здесь карты глянцевые, скользят идеально. Нет у меня никаких проблем с этой колодой, а мы едем дальше. Итак, оракул Изиды. Насколько мне известно, начальная версия этого оракула была глянцевая, но, если я не ошибаюсь, с 2022 года ее начали выпускать в матовой версии. Польскоязычная версия, она глянцевая, карты достаточно плотные. Здесь у нас бронзовый, посмотрите, какой красивый срез. Колоду я еще прорабатываю, но смотрите, вот в таком пухленьком МБК вы можете найти очень много полезной и интересной информации. Карты священной души. Они у нас без среза. Очень похожи все-таки на оригинал, без каких-либо новшеств. По качеству, конечно, у меня оригинала нет. Но, готовясь к этому обзору, пересмотрела много видео и не могу сказать, что плотность как-то отличается от колоды, изданной Rockpool Publishing. Коробка здесь маленькая и не будет занимать много места на вашей полке. Итак, золотое королевское таро. Знаю, что многие негодовали из-за качества оригинала, но эти колоды мы можем сравнить вживую. Колода-перевод поставляется вот в такой небольшой коробке. С МБК, которая в цвете и очень красиво оформлена. Ее приятно брать в руки. И сами карты. Вот у нас оригинал, вот у нас перевод. Здесь карты более плотные. Это оригинал. Размер. Видите, какая разница? Я думаю, любители больших карт будут довольны этой колодой от польского издательства. И если мы посмотрим на цвета, то цветопередача, я бы не сказала, что как-то отличается. Давайте мы еще, может быть, также сравним мага. Также
колоде-переводе у нас красивый бронзово-коричневый срез. Ну, карты здесь глянцевые, да, карты очень-очень плотные. Ну, посмотрите. Все время, беря в руки эту карту, мне кажется, что здесь, знаете, две приклеенные карты, но нет. Итак, Таро Светлого Провидца. Скажу честно, долго я открещивалась от приобретения этой колоды, но я в нее влюбилась больше, чем в оригинал. Итак, первое, что мы видим здесь, это красивенные зеленые матовые срезы, которые были присущи лимитированной версии этой колоды, которую можно было приобрести на Кикстартере. Польская версия, как вы уже, наверное, успели заметить, есть немножко длиннее и шире от оригинала. Качество картона и толщина одинаковые. Покрытие в польской версии чуть-чуть, знаете, оно более матовое и не такое скользкое. Сейчас попробую уловить цвет. Соответственно, в польскоязычной версии цветопередача не такая яркая, как в оригинале. Но это, знаете, это, я бы сказала, практически незаметно. Если, конечно, вы не будете всматриваться под лупой, тогда можете заметить разницу. Вот еще что. Зеленый, например, в польской версии он более приглушенный. А вот, например, разницу в розовом с розовым цветом практически незаметно. Но если мы посмотрим, например, в центр этой карты на восьмерку жезлов, то можно обратить внимание, что свет в центре в оригинале он более желтый, в польской версии он более белый, более, скажем так, светлый. Мне кажется, что в польском издательстве дали больше света на белые очень светлые тона. Вот, например, если мы посмотрим на карту Луна, то узоры на платье в оригинале имеют, знаете, вот такой более синий оттенок. Я не знаю, камера передает ли вам это или нет, а вот в польской версии ярко выражен, скажем так, более такой светлый и более белый оттенок. С вот этой колодой я работаю на постоянной основе. И посмотрите, она как новая. Ну, разве что рубашка немножко все-таки затертая. Я думаю, что это и в оригинале будет также очень это заметно. Я думаю, что именно этой колодой, именно польскоязычной версией, я должна затариться на несколько десятилетий вперед. А мы едем дальше. Итак, следующая колода — это оракул звездного семени. Карты матовые, достаточно плотные, с золотым матовым срезом, прекрасная цветопередача. Единственный минус в этой колоде, насколько я помню, даже такой минус есть и в оригинале, это то, что верхняя часть коробки не прилегает плотно. Итак, Work Your Light оракул. Как видите, коробки одинаковые. Первое, что бросается в глаза в польскоязычной версии, это матовый срез. Рубашка. Рубашка в польской версии немножко приглушенная и уходит в более голубые тона. Цвет роз имеет более грязный оттенок. Размер карт одинаковый. Если мы посмотрим на рисунок, то смотрите,
В польскоязычной версии рисунок все-таки смещен немножко вверх, и вот это поле с названием и ключевой фразой, оно немножко больше, чем в оригинале. Зеленые и розовые цвета в польскоязычной версии, они немножко высветлены. Но на некоторых картах это более, на некоторых картах это менее заметно. Я уже не буду искать здесь карты, но я думаю, может, все-таки вы тоже что-то можете увидеть, и камера очень хорошо вам передаст цветопередачу. Что касается качества картона, то могу сказать, что и польскоязычная, и англоязычная версия, здесь картон одинаковый, то есть очень хорошего и плотного качества. Итак, секретный язык света. Также есть возможность сравнить с оригиналом. Итак, коробка оригинала побольше, так же, как и карты. Раньше в оригинале было глянцевое покрытие, но какое было мое удивление, когда ко мне приехала толстая колода с глухим, мега глухим матом. С этой колодой просто невозможно работать. В польскоязычной версии здесь у нас глянцевое покрытие, соответственно, не намного, но более яркие цвета. Также у нас здесь имеется глянцевый золотой срез. Оракул розы – это новинка, собственно, и от Hay House, и от Synergia Polska. Эта колода сделана в таком же стиле, как и предыдущие оракулы от Ребекки Кэмпбелл. Дополнительно в польскоязычной версии мы видим красивые матовые срезы цвета грязной розы, которых нет в оригинале. Еще одно отличие от оригинала. В англоязычной версии книжица, она как бы цветная, но не до конца. Когда у нас идет описание карты, цветные только поле, вот это поле с надписью, само название карты и номер страницы. В переводе вся карта цветная, и поле с надписью на карте все-таки более приятного цвета. Знаете, эта колода очень дружелюбная, и я, пересмотрев все арканы, можно, конечно, начать с ней работать, но все-таки я вам предлагаю начать сначала с МБК. Она очень отлично подходит для бытовых вопросов, собственно, как и оракул Work Your Light. И последняя колода, которую я решила с другими некоторыми оракулами объединить в отдельную категорию, и сейчас объясню почему. Издательство любит переводить и выпускать колоды Колетт Барон Рид. Первые и довольно успешные, и в том числе и качественные ее колоды были колода зачарованной карты, оракул Сила богинь, исцеляющая сила кристаллов и мудрость укрытых королевств. Двух последних у меня, к сожалению, нет. Но, начиная вот с этой колоды «Сон шамана» в издательстве все пошло наперекосяк. Смотрите, это оригинальная колода. Набор здесь очень даже такой увесистый, а это издательство Synergia Polska. Поставляется в большой коробке, но когда мы открываем, мы видим очень неприятный сюрприз. Вот эти маленькие карты формата игральных карт. К счастью, я приобрела эту колоду на распродаже и была очень разочарована. Когда я делала обзор на оригинал, обращала внимание, что края вот здесь очень шершавые и не отшлифованные. Здесь же все в порядке. У нас также имеется очень легкое глянцевое покрытие. В оригинале, скорее всего, покрытия нет. Я бы сказала, что оригинал, он, знаете, сами карты, они шершавые, и их менее приятно держать в руках. Нумерация не соответствует оригиналу. И смотрите, какая разница в размере. Цвет в
В польской версии сделали не намного насыщеннее, ярче. Это, я думаю, вы можете увидеть вот на этой карте, особенно вот на этих кустах, вот здесь. Вы сами видите, что фиолетовые, розово-фиолетовые цвета и оттенки, они более насыщенные и более яркие. Но на большинстве карт значительной разницы вы не увидите. Разница в цене небольшая между этими двумя колодами. Но когда платишь такие деньги за оракул или за таро, ожидаешь от нее качества, а не копию реплики с Алиэкспресс, где можно приобрести эту колоду в разы дешевле. Почему я сказала, что выделила некоторые оракулы в отдельную категорию? Издательство в начале октября выпустило несколько новых колод, также от Колет Барен Рид. Это оракул Дух животных, Мудрость оракула и оракул Семи энергий. И именно эти колоды имеют размер игральных карт. То есть вот такой размер. Случайно нашла видео, где практик сравнивает колоды оракула Духа животных от Hay House и польского издательства. Качество польского издательства отвратительное. Также нумерация не соответствует оригиналу. Цветопередача практически одинаковая. И представьте себе, что в этом случае нет вообще никакой ценовой разницы. Но вот оригинальный оракул, с которым девушка работает уже очень продолжительное время, выглядит практически идеально. А вот польские карты после нескольких использований уже начали отслаиваться. Я понимаю, что некоторые из вас любят маленькие карты, но все-таки лучше будет приобрести эти оракулы на Алиэкспресс. Я, конечно, не сторонник алиэкспрессовских колод, но это будет в разы дешевле. Для меня в данном случае самым лучшим вариантом это приобрести оригинал. Собственно, последней серией Колет Барен Рид меня очень разочаровала с Энергия Польска. В то самое время, да, кстати, эти колоды и на чешском языке будут в таком самом формате. В то самое время издательство выпустило еще несколько оракулов от других авторов. Некоторые были как игральные карты, вот, например, оракул Божественного изобилия, а вот более популярные колоды, как, например, оракул единорогов, имеют отличное качество. Данное издательство также в первой половине 2023 года выпустит такие колоды, как Архео, карты священной силы с серебряными краями, оракул мистической мудрости, глянцевые и, если я не ошибаюсь, также с позолоченными краями, Moonology Manifestation и Таро Марчетти. Поэтому, друзья, приобретая не оригинальную версию на английском языке, обязательно обращайте внимание на параметры карт. В первую очередь размер, чтобы потом не было разочарования. И на этом все. Я думаю, что данное видео было для вас полезным. Кому-то, я надеюсь, помогло определиться с колодами. Если у вас будут какие-либо вопросы, жду ваших комментариев. Также можете смело писать на электронную почту. А я благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.